Всем привет, друзья, из секретной лаборатории изучения пива. Вы на канале С миру по пиву. И сегодня у нас снова интересный эксперимент. Мы будем сравнивать два пива 387, особая варка. Что их различает? Одно из них сварено в Уфе, а второе на Калужской пивоварне. Поехали! Итак, друзья, расскажу предысторию, откуда, собственно говоря, вообще родился данный эксперимент. Когда-то давно я написал в своем блоге на Яндекс.Дзен обзор пива 387, и мне оно не понравилось. Тем не менее, этот пост собрал огромное количество комментариев, и большая группа людей мне написали, что пиво это различается, что варка уфимская и варка калужская ничего общего под собой не имеют, что это два абсолютно каких-то разных пива, несмотря на то, что они называются 387. Конечно, кто-то со мной согласился и писал, что да, пиво пустое, пиво крепкое и на любителя. Тем не менее, очень много людей его хвалили. Хвалили почему? Потому что оно стоит дешево и потому что оно крепкое. Один человек мне даже в комментариях написал, что это какой-то божий нектар за 34 рубля из красно-белого, ибо он очень сильно и хорошо его улучшил. Тем не менее, о том, что варки пива различаются, я уже точно знаю по Очаковой, по пиву Халзан. Если московская варка на уровне мне нравится, а краснодарская варка это просто никакого сравнения с московской не имеет. Поэтому сегодня мы сравним Калугу и Уфу. Итак, слева у нас, друзья, Уфа. Справа, в правом углу ринга у нас Калуга. Итак, открываем. Ну и пока пиво дышит, я, конечно же, немножко о нем расскажу. Итак, варит его пив-гигант Ab InBev Эфес. Оно крепкое, 6,8% алкоголя. Конечно же, я думаю, всех интересуют цифры. Что же обозначают цифры 3, 8, 7? Итак, тройка повествует нам о том, что в данном пиве собраны только натуральные ингредиенты. Вот сколько себя помню, еще ни одного пива я не встретил с ненатуральными ингредиентами. 3 вида солода: светлый, карамельный и жженый. Именно поэтому вкус у этого пива такой богатый и легкий. Восьмерка говорит о том, что построенная в 1080 году и окрыленная спортивными победами на Олимпиаде 80, Калужская пивоварня варит пиво аж на протяжении 8 часов. И благодаря этому, опять же, все приводит к богатству вкуса натуральных ингредиентов. Ну и семерка вещает о естественном брожении, которое длится не менее 7 суток. И поэтому пивовары уверены в его качестве и вкусе. Но, как видим, маркетологи здесь поработали на славу. Ну что, сравним реальную жизнь с написанным на этикетке. Итак, давайте посмотрим на два бокала разного пива. Итак, два абсолютно идентичных цвета, как по цвету такой темно-янтарный, может быть, пенка одинаковая, то есть два абсолютно идентичных пива. Пробуем Уфу. Очень слабый аромат, еле-еле чувствуется в нем карамелька. Небольшая, еле заметная спиртуозность. Пробуем вкус. Вкус пустой. Вот просто действительно, как будто вы выпили что-то непонятное абсолютно. Унылая пустота с отголосками карамельного солода. Вот на этикетке так все красиво написано, а по факту мы имеем просто пустое пиво, в котором чувствуется карамельный солод. Оценка 3.
Ну а сейчас, друзья, попробуем знаменитую, расхваленную многими, хваленую калужскую пивоварню. Итак, в аромате у нас точно такой же пустой аромат, очень слабый. Пробуем вкус. Вкус, мне кажется, даже действительно, вот несмотря на то, что они по внешнему виду очень похожи, но во вкусе здесь даже чувствуется хмелек, друзья. Такой небольшой, но тем не менее он здесь есть, оно даже кажется, помягче и как-то поинтересней. Удивительное дело, друзья. Два одинаковых пива, два разных пивзавода, и оно действительно по цвету похоже. Пена практически одинаковая, то есть они внешне похожи, но вкус у них отличается. Если первое, оно пустое, в нем какая-то вот, может быть, спиртуозность такая небольшая есть, то вот именно калужская варка, на удивление, друзья, здесь хмелевая горчинка есть во вкусе. Небольшая, но тем не менее она есть, то есть пиво-то интереснее намного. То есть вот этому пиву за 34 рубля калужскому я поставлю оценку 4, потому что оно действительно отличается от уфимской варки. Итак, друзья, подводим итоги сегодняшнего эксперимента. Мы сравнивали два пива 387, особая варка. И что я хочу сказать, на удивление, пиво отличается. Уфимская варка мне в прошлый раз не понравилась. На удивление, мне сегодня понравилась варка калужская. Потому что пиво действительно крепкое, но алкоголь спрятан, завуалирован куда-то там. То есть он не чувствуется. И при этом чувствуется небольшая такая хмелевая горчинка. Пиво довольно приятно пьется. И за цену 34 рубля это просто действительно для многих людей это находка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно всегда обратная связь, друзья. Всем удачи, пенного настроения и до новых пив! У-ху!